Приветствую всех, кто смотрит, и сегодня у нас на обзоре снова сервис Leonardo и его новые интересные обновления, которые появились за последнее время. Заходим под своим Google аккаунтом и начнем с простого. Первое, что здесь добавилось, заходим на персональную страничку, появилась у нас здесь вкладочка «Коллекции». И здесь можно создать коллекцию. Это что-то наподобие папок на нашем компьютере. Здесь просто наберем ее название, нажимаем «Создать и добавить картинки». Из наших созданных картинок можем выбрать, какие мы хотим, и просто добавить в эту папочку. К сожалению, в бесплатном аккаунте мы можем создать только одну папочку. Если мы хотим больше, то нас приглашают перейти на платный аккаунт. Следующее обновление: добавилось две новых модели. Перейдем во вкладочку, где у нас находятся все модели. И вот эти две модели: Leonardo Anime XL и Leonardo Lightning XL. Leonardo Lightning, как говорят нам сами разработчики, эта модель отлично справляется с любыми задачами, от фотореализма до живописных стилей. То есть предполагается, что она универсальная. Но судя по картинке, она все-таки больше для реалистичных картинок. И вторая модель Leonardo Anime ориентирована на стиль аниме. Она также отлично справляется с любыми мультяшными стилями, со стилями иллюстраций, и CG — это со стилями компьютерной графики. И давайте проверим на практике работу этих моделей. Для начала я выберу Leonardo Lightning XL. Как видим в примерах, здесь разные картинки, и фотореалистичные, и рисованные. Давайте Generate везде с Model. Нас переместило в поле, где у нас нужно ввести промпт. Промпт я подготовила заранее. Если захотите, потом остановите видео, прочитайте. Я создаю фотореалистичный портрет лучезарно улыбающейся девушки. Итак, я вставляю этот промпт, другие настройки. Пусть будет 4 картинки. Размеры. У нас здесь есть подсказка, что данная модель натренирована на размере 1024 на 768. Давайте так и выберем, как нам рекомендуют, и попробуем. Ну что ж, вроде бы неплохо получилось. Очень симпатичная картинка. Ну что ж, мне нравится, очень хорошо. Здесь почему-то шапочку дорисовал, ну да ладно. И выберем вторую модель Leonardo Anime XL. Для нее я подготовила другой промпт. Я буду рисовать иллюстрацию мультяшной собачки. Здесь мы это уберем, вставим новый промпт. Размеры оставляем те же самые и попробуем сгенерить. Ну вот, он по моему промпту понял, что это стикеры, и сделал мне таких собачек. Здесь я не очень довольна, но, наверное, нужно просто поработать с промптом. Первая собачка, пожалуй, самая симпатичная. Я все-таки хочу улучшить этот промпт. Нажму вот здесь кубики, как вы помните, здесь мы можем улучшить. Но он мне здесь пишет, что он хорошо работает с промптами, которые меньше 200. То есть нам нужно укоротить этот промпт. Сейчас попробуем. Так, я тогда укорочу этот промпт и попробую улучшить. Все равно не хочет. Ну, попробуем еще укоротить. Попробуем улучшить этот промпт. Вот, и теперь попробуем сгенерить, что он нам выдаст. Вот, намного красивее получилось. Так что вот эта функция очень хорошо работает. Тут, конечно, он дорисовал нам очень такой яркий задний фон, но это уже совсем другое дело. И следующая очень важная и полезная функция, которая добавилась в Leonardo, это возможность генерации картинок с прозрачным фоном. За нее отвечает вот эта вкладочка Transparency. Мы ее можем включить. И здесь нас предупреждают, что нужно укоротить наш промпт. На самом деле его нужно не только укоротить, но также и почистить от всех лишних слов, которые могут прямо или косвенно намекать на наличие заднего фона. Ну и я сейчас буду его укорачивать. Значит, на фоне заката удаляем. Это предложение будет лишнее. Ну, давайте возьмем вот эту часть промпта. Здесь мы удалим. Добавим этот кусочек промпта. И попробуем сгенерировать. Ну, в общем, результат получился довольно неожиданный.
Из-за того, что мы укоротили сильно промпт, удалились детали и получилось то, что получилось. Собачки очень смешные. Но зато как четко вырезан задний фон. То есть вместо того, чтобы создавать картинку с задним фоном и потом ее вырезать, можно получить вот такие картинки сразу же на прозрачном фоне. И я вам покажу еще мои старые картинки, наиболее удачные картинки. Я вот генерировала котиков, и здесь, на мой взгляд, было поинтереснее. Но, как видите, эта функция еще находится на стадии бета-тестирования. Будем надеяться, что в будущем они ее доработают. Еще интересно посмотреть, как он справится с фотореалистичной картинкой. Я скопирую этот промпт. Нужно будет его существенно сократить. Я здесь оставлю все, что касается качества картинки, что касается фотореалистичности. Возьму вот эту часть промпта. Снова идем Image Generation. Включаем функцию Transparency. Ага, он нам пишет, что модель Leonardo Lightning дает неоднозначные результаты, придется нам выбрать другую модель. Давайте выберем Absolute Reality. Здесь есть. Вот он перестал ругаться. Берем наш укороченный промпт. Снова ругается, просит укоротить. Ну, еще раз укоротим. Ну, попробуем, что он нам выдаст. Ну что ж, довольно неплохо получилось в этот раз тоже. Правда, картинка все-таки видно, что она немножко рисованная. Вырезание очень качественное. То есть с фотореалистичными, можно сказать, тоже справляется. И давайте перейдем на главную страничку, чтобы посмотреть следующее обновление Leonardo. И называется оно Universal Upscaler, универсальный улучшитель картинок. Перейдем. Здесь идет нам презентация его. Нажмем Let's Go. И для начала нам нужно загрузить картинку. Загрузить мы можем либо из наших картинок, которые мы генерировали, но также мы можем загрузить с компьютера. Давайте выберем картинку с компьютера. И за этот upscale с нас снимут 30 токенов. Давайте попробуем. Ну вот наш результат. Скачаю на компьютер, чтобы сравнить две картинки. Вот наши две картинки, старая и новая. Сейчас увеличим. Ну, как видим, черты лица, прорисовка платья. Все очень даже получилось неплохо. Как видите, очень полезная функция. Даже если мы не пользуемся никакими другими функциями в Leonardo, улучшение картинки сама по себе может быть очень полезно. Но это еще не все. Как видите, у нас слева есть панель инструментов. И здесь мы можем выбрать стиль. Давайте мы для начала заменим картинку. Чтобы заменить картинку, мы можем нажать вот здесь вкладку Replace, либо же вот здесь нажать внизу плюсик. И давайте выберем из тех, что мы недавно генерировали. Я выберу вот этот портрет, подтвердим. Выберем другой стиль, например, 2D арт и иллюстрации. Здесь у нас всего доступны General — это обычное увеличение картинки, 2D арт и Illustration. Я ожидаю, что он нам сделает иллюстрацию из нашей фотографии. Cinematic — это кинематографичный какой-то стиль, можно будет потом попробовать. И последняя вкладка — это для тех, кто делает графику для игр. Но давайте попробуем вначале иллюстрации. Следующая настройка — это Creativity Strengths, насколько сильно мы разрешаем ему креативить. Чем выше, тем будет более креативная картинка, чем ниже, тем более будет похоже на оригинал. Давайте оставим пока по умолчанию. Следующая настройка показывает, что качество увеличится в 2 раза. Следующая настройка, здесь мы ничего поменять не можем, это просто размеры картинки. Еще есть здесь Prompt Guidance, необязательная настройка по желанию. Здесь мы можем добавить короткий промпт. Что мы можем добавить? Давайте я посмотрю, что у нас здесь было с использованием ярких цветов и смелых контуров. Ну, давайте возьмем из нашего старого промпта кусочек и вставим сюда. И попробуем сгенерить. Ну, как видите, портрет стал более детализированный.
более качественная картинка. Здесь на оригинале она такая более как будто бы нарисованная, а здесь она более фотореалистичная. Честно говоря, я ожидала, что будет иллюстрация, но получилось наоборот, более фотореалистичная картинка. Давайте попробуем дать ему больше креативности на 8. Давайте попробуем еще. Честно говоря, я тут не увидела разницу. Вот предыдущая картинка и эта картинка. Ну вот с волосами что-то он больше сделал акцент. И на лице появились какие-то родинки. Ну, в общем, друзья, тут можно играться довольно долго. А давайте попробуем еще выбрать Cinematic. И тут я выставлю тогда еще, например, на максимум 10. Посмотрим, что он нам сгенерит. Ну, в общем, в этот раз я так поняла, что максимальную настройку лучше не выбирать. По-моему, стало немножко хуже. Он уж чересчур детализировал. Здесь на лбу какие-то появились волны и неестественные ямочки. В общем, друзья, это поле для экспериментов, так что можно играться. А я свое видео буду заканчивать. Если вам этот обзор понравился, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!